Давай. Цветы мы вчера собирали. 39,5. Голова болит? Болит. В горле першит? Першит. Глотать трудно? Трудно. Дышать трудно? Трудно. Ну-ка, раскрой свою пасть. Все опухло. Краснота. Ангина. У тебя гланды вырезаны? Да, миндалины как будто бы на месте, но сильно опухли. Их необходимо удалить. В медицине существует два направления. Одно за удаление гланд, другое против. Я сторонник первого. Свои медицинские воззрения ты выскажешь врачу. А пока уложи Катасееву в палатку, накрой 3 одеялами, дай горячего чаю и добавочную конфету. Открой рот. Ну, язык, язык. Закрой. Ангина у вашего больного. Гланды ему надо удалять. Но пока не выздоровеет, операцию делать нельзя. Но лекарство будет принимать, я выпишу. Горло полоскать. Вот только здесь в палатке его оставлять нельзя, надо в дом перевезти. Куда ж я его положу? Его дом в Москве. А почему бы его не положить в барском доме? Думаете, она позволит? Кто она? Ну, хозяйка, экономка. А ну, пойдем. Софья Павловна, вот у этих молодых путешественников заболел мальчик ангиной. Ну, в палатке ему лежать больше нельзя. Прошу вас дать ему приют. Дня на 3-4. Кто будет ухаживать за этим мальчиком? Ну, кто-нибудь из них. Я тоже буду наведываться. Вы считаете возможным являться в этот дом? Я выполняю свой долг. Хорошо. В людской ему будет отведено место. Но прошу, никуда, кроме людской, не заходить.
Ваше право. Бяшка, тут все лекарства перепутаешь. Старуха сейчас дома. Когда она уйдет, можно будет проникнуть в дом и рассмотреть все как следует. Доски плохо приколочены. Если их толкнуть, они отвалятся. Да. Выселяться отсюда не следует. Находясь тут, мы можем узнать кое-что. Как ты думаешь? Не кое-что. Все узнаем. С одной стороны, хотелось бы, чтобы Сева скорее выздоровел, а с другой, как только он выздоровеет, нас попрут отсюда. Сева, как ты себя чувствуешь? Лучше. Надоело мне лежать. Завтра встану. Только попробуй. Ты встанешь тогда, когда тебе доктор Мягкий разрешит. знак пропустишь. А доктор тебе скоро не разрешит. Знаешь. Какая у тебя температура? Вчера было 39,3, а сегодня 36,7. Вот видишь, нестойкая температура. Самое плохое, когда нестойкая температура. Правда, Бяшка? Да, нестойкая температура – это очень плохо. Главное вылежать. Лежать, лежать и лежать. Конечно. Молодец, Бяшка. Скоро выздоровеет ваш больной. Ему уже лучше. Он завтра встанет. Как ты это мог сказать? Откуда ты знаешь, что Сева завтра встанет? Почему ты думаешь, что он завтра выздоровеет? Я боялся, что она скажет: убирайтесь отсюда вон. Убирайтесь отсюда вон, философ, главврач. Ну ладно, я уезжаю в город. Только Сева должен оставаться в доме и лежать, пока я не вернусь. Даже если доктор скажет, что он здоров. А вернусь я завтра. Ты меня понял, Бяшка? Понял. Правда, не все. Птица. Где? Не она. Такая же. Никого. Темновато. Осторожно, окно. О, свечи!
Ну что? Славка не мог ошибиться. Он точно видел, что графиня открывала эту птицу. А может, никакого тайника здесь нет? Не может быть, чтобы здесь ничего не было. Ага. Ну, дай мне попробовать. Вот увидишь, я в раз найду. Ну, дай, а. Пожалуйста. На. Только учти, если что-нибудь сломаешь, тогда все пропало. Не беспокойся. Пусти. Посмотри вниз. О, нащупал. Сломаешь. Чертовщина какая. Давай спать по очереди. Что? Ага, ладно. Только каждый по 2 часа. Генка! Генка! Давай вставай. На. Разбуди меня через 2 часа. Генка! 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 А ну, вставай! Чего? Все равно сюда никто не придет. А будешь ходить, шаги могут услышать. А если бы пришли? Зато хорошо выспались. Только есть охота. Почти сутки ничего не жрали. Сутки без еды – это не страшно. Зато не открыли тайник. А время уже 8:30, а музей открывается в 9.
Рисовать будете? Да, немного. Прикажете стульчик? Спасибо. Не беспокойся, иди по своим делам. Вы видите деревенскую утварь из села Старое. Она была типичной в средней полосе России единоличных хозяйствах XIX века. Всего хорошего. Счастливо оставаться. Спасибо. Благодарю. И вам счастья желаю. Ну а теперь пройдемте дальше. Да нельзя же трогать руками. Здесь у нас представлены экспонаты флоры и фауны нашего края. Обратите внимание на чучела зверей, выполненные местными охотниками. Рядом находятся экспонаты, найденные во время раскопок древнего поселения. А в этом зале у нас представлены предметы помещичьего быта. Они доставлены Опять в музей пришли? из усадьбы графа Карагаева. Да, в субботу не успели все закончить. Только в этот зал все и ходят, и ходят. Произведения живописи. Сейчас все изучают помещичий быт. Вот и ходят. А? Помещиков давно-то нет, а все интересуются. Старый режимный Сейчас старикашка. пройдемте в следующий зал. Будущая среда дневным. Дневным? Среда. Скажи. Пошли. Будущая среда дневным. Ведь Кузьмина тоже убили в среду. А ну-ка посчитаем. Какого числа его убили? 17-го. А будущая среда когда? 31 минус 14. Точно, в среду. Если тайник есть в маленькой птице, почему бы ему не быть большой, той, что стоит в усадьбе? А? Надо проверить. Конечно, надо. Но как? А если нас к тому времени выгонят из людской? Кто нас выгонит? Ведь Сева уже здоров. Температура нормальная. Он еще вчера хотел встать. Но я его уговорил лежать до вашего приезда из города. Если Сева уйдет из людской, мы пропали. А пусть Сева лежит, и все. Приказ есть приказ. Придумал. Гори, мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик. Ты гори, мой Яшка! костер, мой товарищ, Яшка! друг, мой попутчик. Да подожди ты! Яшка несчастная! Если тебе вожатый говорит остановись, это тебе, а не столбу. Бяшка, у тебя, как у заведующего медицинской частью, могут возникнуть какие-нибудь идеи, а? Какие такие идеи? Не понимаю. Не понимаешь. У самого мать врач, отец художник, а он, видите ли, не понимает. Я тебе 100 раз говорил. Оставь в покое моих родителей. Я вот что хотел сказать. Мы спохватываемся, когда уже кто-нибудь заболевает. Вот как Сева.
А по правилам медицины мы должны предупреждать болезни. Я все время говорю о профилактике, а ты же первый меня не слушаешь. Ну, хорошо, хорошо. Теперь тебя все будут слушаться. А смотри, ребят, если заметишь кого-нибудь подозрительного, то сразу клади в людскую. Завтра вызовем врача. Только хорошенько осматривай. Не беда, если вместо больного положишь здорового. Лучше ошибиться в эту сторону, чем в другую. Сколько мы будем ждать? Целый час стоим. И кто мог выдумать эту дурацкую затею? Известно кто. Бяшка несчастная. Изображает из себя доктора. А что я могу? Тогда же профессор. А что я могу сделать, если на весь лагерь только 1 градус? Вот сейчас Наташа измерит, а потом следующий. А ну, открой рот. Да раздвинь пошире свою пасть. Да. Дело плохо. Краснота. Да. Что ты лезешь ко мне в рот своими дурацкими бровями? Ничего у меня нет. Никакой красноты. Ничего не болит. До свидания. Куда же вы? Вы срываете массовое медицинское обследование. Никто не хочет обследоваться. Разбежались. Кому охота в такую жару лежать в душной людской? Да. Здорового человека трудно уговорить, что он больной. Послушай, Бяшка. А ты сам, между прочим, здоров? Здоров. А что? Да мне твое лицо кажется немного странным. Какое-то на нем... Потрясающая новость! Кит объелся! О, Заболел. нет, просто так. У меня это часто бывает. Туда сколько раз бегал? Не знаю, раз или 2. Врешь, я сам видел. Туда раз 10 бегал. Не обманешь. У меня небольшое расстройство. Я немного переел. Ничего страшного. Чем ты объелся? Сливами. Неспелыми сливами? Так это же дизентерия, Бяшка. Именно. В людскую его. Вместо Севы. Завтра приедет доктор и разберемся. Такой диетой я с голоду помру. Скорее без диеты помрешь. Да, тебе бы нарисовый отвар, да еще на воде. А ты что, молочка захотел? А может быть, ананасы в шампанском? Не знаю, не ел. Графиня уехала. Я ее сам до станции проводил. Славка, если она придет, свистнешь 2 короткими, 1 длинным. Ладно. Ой, спираль проклятая. Вертись тут волчком.
Возьмем чертеж с собой, перерисуем и до возвращения графини положим обратно. Славка, пошли с нами. А ты, Бяшка, оставайся. Сейчас пришлем замену. Принесите что-нибудь пожрать. Ты хочешь выздороветь или нет? Неужели ты не можешь хоть один день побыть на диете? Нет, не могу. Итак, поздравляю. У нас в руках разгадка тайны. Точный план. В правом верхнем углу рисунок бронзовой птицы. Сам он обозначает всего лишь графский герб. Все в порядке, можно хоть сейчас отправляться за кладом. В порядке. А что обозначает 1? В каких единицах? В верстах. Раньше все обозначали в верстах. И в аршинах, и в саженях. Чудак ты. Если бы в аршинах или в саженях, тогда бы это было рядом с домом. А здесь нарисован лес. А лес отсюда как раз в 4 верстах. Когда я шел за графиней на станцию, мне показалось, что мелькнула морда Степки Волосатого. А я думал, ты уже нашел клад. Отсчет начинаем от дома. Прямо с того места, где стоит бронзовая птица. Подошли к деревьям, воткнули лопатки в землю и достали все. Может быть, даже знаменитый алмаз Панси. Не Панси, а Санси. Нет, я определенно видел Хромова. И те типы в лесу роют. А графиня-то, графиня, бережет чертеж. Ждет, когда свергнут советскую власть и приедет ее графин. А чертеж-то у нас, а не у лодочника. Что же это ты, гимнастый? В гробу не побоялся спать, а тут... Графиня знает о чертеже. А значит, знают лодочник и те парни. А ведь они-то и копают в лесу. Она их водит за нос, неужели непонятно? Мы ведь сами видели, как лодочник следит за графиней. Значит, он ей не доверяет. А почему? Потому что она все время показывает ему не те места. А почему она сама не выкопает? Разве такая старуха справится? А если бы и справилась, то не хочет. Зачем они ей? Куда она денется с ценностями? Графиня их должна сберечь до приезда графина. А этот волосатик, дурачок, следит и за графиней, и за нами. А для кого? Убей меня, Бог, для лодочника. Генка прав. Надо идти по маршруту. Чем скорее, тем лучше. А лопаты? С лопатами нас заметит лодочник. Копать будем ночью. Клад зарыт под этими соснами. Такое впечатление, что здесь уже копали. И на чертеже указано именно это место. А старик Граф был не так уж прост. Все ищут в лесу, а он закопал на самом видном месте. И никто не может догадаться, где искать. А эти дурачки ищут на болоте.
Кладоискатели. В среду приезжает хромой тип, а уже пятница. Этот хромой, тот хромой. Надо быстрее перерисовать чертеж, а то приедет графиня и может это заметить. А рыть когда? Рыть будем со свидетелями. Вызовем представителей из уезда. Всегда так. Проводим работу, свою жизнь подвергаем опасности. Приходит чужой дядя и пожинает лавры. Ну, ему уже можно встать. Пусть встает, только соблюдает строжайшую диету. Доктор, если он встанет, то сразу обожрется. Мы его хорошо знаем. Если ему нужна диета, то пусть лежит. Что, такой обжора? Ужасный. Что, неужели не можешь удержаться? Нет, не могу. Нет, надо все-таки выпустить его на улицу, на свежий воздух. А диету пусть соблюдает в порядке дисциплины. Тогда все пропало. Что пропало? Да. Вообще. Понимаете, он обратно заболеет, а положить его будет некуда. Графиня уже в людскую не впустит. А в палатке вы сами говорите, больному нельзя лежать. Ну. Больному место всегда найдем, а лежать ему уже хватит. Хватит. Можно встать? Хватит. Да. Эй, Бешка, что там на обед? Обжора. Давно здесь эта птица? Это, брат Миша, знаменитая птица. Тут из-за нее много людей посходило с ума. Неужели? Да, давняя, длинная история. Расскажите, пожалуйста. Наши ребята интересуются стариной, спрашивают меня, а я им ничего не могу ответить. Да длинная история, Миша. В другой раз. Ну, расскажите, пожалуйста, пока мы дойдем до вашей лошади. Да. Ну, ладно. Надо тебе сказать, что Карагаевы старинный, но захудалый род. Обеднели, оскуднели, особенно после того, как Елизавета казнила одного графа вместе с его сыном и велела бросить их в болото. Значит, про Галыгинскую гать это правда? Да. Казнены и затоптаны в гать. Ну, а поместье забрала казна. Вот так и подрубили род Карагаевых под самое основание. И только благодаря удачной женитьбе одного графа на дочери Демидова род Карагаевых опять стал подниматься. Стали владеть поместьями, рудниками на Урале. Я про это что-то слышал. Да, ну вот последний граф хоть широко вел уральские разработки, а находил-то мелочь, но за мелочь известна и цена небольшая. Находил мелочь, а слухи распространял, что нашел что-то выдающееся, и так и залгался, ему и верить перестали. А сын объявил старика сумасшедшим и умудрился получить наследство раньше, чем умер его отец. Ну, а старый граф уехал за границу. Но в долгу не остался. Изрядно он посмеялся над своим неблагодарным наследником. Довольно неприглядную роль во всем этом деле сыграла вот эта особа. Графиня. Какая она графиня? Впрочем, в свое время была красавица. Красавица. Только теперь от красоты ничего не осталось. Да, так вот молодой граф. Его знаешь, как здесь крестьяне прозвали? Руб 20. Он хромой был от рождения, а так мужчина видный. И вот как его наказал отец. Он объявил, что нашел 2 алмаза размером чуть не по 50 каратов. И показал эти алмазы. И, ну, ему никто не верит. А алмазы-то были настоящие. Там подтвердили потом голландские ювелиры. И вот старик граф пишет сыну письмо приблизительно такого содержания. 1 алмаз я увез с собой, а другой спрятал. И вот если у тебя хватило ума выгнать меня из дому, посмотрим, хватит ли у тебя ума найти этот бриллиант. Спасибо. Вот, а место
где он спрятан, указывает наш родовой герб. О, это была жестокая месть. Поиски алмаза стали бичом, понимаешь, несчастьем этой семьи. До самой революции искали. Все перерыли, перессорились, с ума посходили, понимаешь, перестрелялись. И не нашли? Нет, ничего не нашли. Но ведь граф писал, что это связано с родовым гербом. Что он имел в виду? Что имел в виду? Герб. Вот этого самого орла. В этой бронзовой птице внутри тайник. Что вы сказали? А что с тобой? Да так. Ну, тайник, самый простой тайник. Нажмешь птице на глаза, голова у нее откидывается, там пружина, понимаешь? Открывается тайник, там лежит план, чертеж. На чертеже сказано, что алмаз этот зарыт здесь, в лесу, неподалеку, версты 4. Вот. Это все и перерыли. Да и теперь еще есть чудаки. Роют. Правда, теперь немного поуспокоились. А все-таки роют. И все знают про этот план? Да, конечно. Ну, раньше-то держали в секрете. Но видишь, что в лесу-то копают. Ну и перестало это дело быть тайной. Да я тебе скажу, в каждой избе, чуть не в каждой избе, была копия такого плана. Но, может быть, это не настоящий план? А другого тут и не было, его все наизусть знают. Сначала версту на север, потом еще версту на северо-запад, потом, кажется, строго на запад. Да я уж не помню, время-то много прошло. Даже частушку сложили про этот план. Версту пройдешь, алмаз найдешь. Другую пройдешь, бриллиант найдешь. Третью пройдешь, ничего не найдешь. Что-то в этом роде. Ну вот, Миша, и вся история. Ладно. Вы больного там своего попридержите. Есть ему не давайте много, чтоб диету соблюдал. Диету? Да, конечно. В одной книге мы нашли листки папиросной бумаги, которыми перекладывают рисунки. Если эти листки положить на чертеж, то очень хорошо перерисуется. А всего в этой книге 3 таких листка. Хорошо бы сделать 3 копии, тогда бы у нас у каждого было по чертежу, на всякий случай потери. В таком опасном предприятии бывают всякие неожиданности. Сейчас темно. Чертеж мы перерисуем завтра утром, когда все уйдут в деревню. А меня и Генку надо будет завтра освободить от работы в клубе. Я сейчас. Нажимаешь птице на глаза, голова у нее и откидывается. Чуть ли не в каждой избе была копия такого чертежа. Ну зачем такая точность? Ведь мы уже даже место знаем. Не будь педантом. Зачем такая скрупулезность? Раз-раз и готово. Зачем птицу перечерчиваешь? Она нанесена, значит, я должен перечерчивать. Вот именно. С птицей и больше всего возни. Остальное все просто. Линии, углы, повороты. Смотри, она нарисована хоть и мелко, но тщательно. Знаешь ты, сколько с ней провозишься? А зачем? Она нарисована только условно, просто как герб. Делай, как знаешь. Но на чертеже, который ты будешь делать для меня, не изображай орла. Не нужен он мне. Зачем ты его заштриховываешь? Потому что на чертеже заштриховано. Но ведь же он не весь заштрихован. Правда. Это я из-за этой бумаги прошляпил. Плохо видно под ней. Придется переделывать. Какая разница, заштрихован он или нет? Хорошо, отдай испорченную копию мне, а на остальных можешь рисовать что угодно. Пожалуйста, можешь взять.
Только остальные я сделаю правильно. Точно так, как на чертеже. Подбери живот. Носки убери. Боже мой, в такую жару и в валенках. Равнение налево. За мной. Шагом марш. Айду. Стойте! Ну как вы ходите? Вы должны слушать мою команду и идти в ногу. Ваня, как ты ходишь? А как я хожу? Волочишь ногу, припечатываешь шаг. Настоящий руб 20. Молодой граф, он хромой был от рождения. Молодец, Зина. Вот чертеж, а вот копия. Одна мне, другая тебе. У Генки испорченная. Возможно, штриховка не имеет значения, но поскольку она есть, я решил все точно перечертить. Голова черная, туловище заштриховано, лапы белые. Никакого клада там нет. Чего уставились? Нет там никакого клада. А графиня, надеюсь, есть? Никакая она не графиня. А чертежи имеются в каждом деревенском доме. Мне об этом доктор рассказал. Лес уже так перерыт, что на нем живого места не осталось. И если алмаз существует, то надо искать только не в лесу. Возможно, графиня и тот хромой, которого мы видели в музее, знают место. Кстати, тот хромой, вероятно, графский сын Карагаев. Тот тоже хромал. Точно. Если бы графиня знала, где спрятан алмаз, то давным-давно бы вырыла его. Графский сын тоже ничего не знает. Да. Никто не знает, где зарыт алмаз. Никто не сумел разгадать загадку старого графа. Дело может быть не в чертеже, а в орле. Почему орел по-разному раскрашен? Между прочим, Коля Севастьянов считает, что это не орел, а гриф. Вернее, он сказал, что у птицы голова грифа. Голова может быть. А во всем остальном это орел. Не беспокойтесь. Уж кто-кто, а я-то знаю и утверждаю, это самый обыкновенный орел. Правда, немного больше степного. Значит, беркут. Беркут, халзан. Что бы ни было, другого выхода у нас нет. Надо разгадать штриховку. Будем думать. Ты биолог, Бешка. Это орел. Нет, пожалуй, это не орел. Скорее всего, это птица из семейства грифов. Вернее, нечто среднее между орлом и грифом. Переходящий тип. Он орел-ягнятник, он же орел-бородач. Но разве у орла бывает такая длинная шея и такая большая плоская плешивая голова? Это может быть и кондор, и стервятник. Просто черный гриф или сип белоголовый. Но голова определенно указывает на то, что это орел-ягнятник. Сам ты гриф, сип белоголовый. А это простой орел. К этому роду относится беркут, он же халзан. Орел-могильник, он же карагуш. Степной орел, он же орел-курганник, беркут-халзан. Сам ты халзан. Как вам не стыдно? А зачем он меня сипом обозвал? А кто первый? Ты меня халзаном обозвал. Какой я тебя халзан? Халзан, халзан. Ты говоришь халзан? Халзан. Но ведь так называется речушка, на которой убили Кузьмина. Халзан. Отсюда и Халзин луг. Тот самый, куда ездили Кузьмин с Тимофеем. Халзан, халзан. Халзан! Черт возьми, халзан! Спокойно, без паники.
Значит, Халзан. Ну, конечно, Халзан. Я сразу подумал, орел Халзан, речка Халзан. Итак, возле реки Халзан зарыт клад. Теперь ясно, почему Кузьмина убили на Халзином лугу. Убийство связано с кладом. А лодочник ищет в лесу. Он не знает про Халзан. Подходит орел степной, он же орел-курганник. Получается, река Халзан, степь Курган, значит, возле реки Халзан, в степи, на кургане зарыт клад. Халзан – восточное название Беркута. Монголы жили в степях и, наверное, возводили курганы. А потом лес. Отвоевали усадьбу. А как же старуха? Я ей предложил работу у нас в коммуне. Если хочет, пусть остается. Она просила нас не заселяться до четверга. Четверг послезавтра. Один день мы можем подождать. А почему до четверга? Зачем ей нужен завтрашний день? Говорит, хочет убрать какие-то свои вещи. Да? А что тебя смущает в этом? Да так, ничего. Слушай, Коля, а если бы приехал старый владелец усадьбы, он бы мог помешать коммуне? Как он может помешать? Усадьба конфискована и принадлежит государству. А Серов самый обыкновенный взяточник. Ерофеев и кое-кто еще не хотели коммуны. Они понимали, что придется отдать землю, которую незаконно захватили. Вот и подкупили Серова. За взятку он дал эту охранную грамоту, хотя никакой исторической ценности усадьба не представляет. Вообще-то Серова уже прогнали. И все же Ерофеев будет мешать коммуне. Посмотрим сегодня. А что сегодня? Сегодня вечером сходка. Граждане! Коммуна организуется из воспитанников детского дома. Все они в прошлом беспризорники. А некоторые даже малолетние преступники. Да не ж нас, ишь ты какой! Я говорю вам прямо, чтобы все были в курсе дела. Убивцы все, да не ж нас всех ограбят и перережут. Вот. Товарищи, некоторые из них были малолетними преступниками. Но это было когда-то. За годы, проведенные в детском доме, ребята стали совсем другими. Они овладели разными профессиями, знают и любят свой труд, научились уважать коллектив. Короче говоря, я ручаюсь за каждого. И вот увидите, у вас с коммунарами будут самые лучшие отношения. Вы не будете на них в обиде. Но я надеюсь, что и коммунарам не придется обижаться на вас. Ну, говори, говори. Ведь очень правильно сказал товарищ представитель насчет ребятишек. И мы тоже хотим, чтобы все было по-божески, по справедливости. Чтоб, значит, и нас никто не обидел, и мы, чтобы, никого не обидели. А вот насчет земли товарищ представитель ничего не сказал. А как же с землей-то будет? Ведь вот вопрос. Кому не отойдет та земля, которая принадлежит государству, и которой незаконно пользуется гражданин Ерофеев? Ха! Незаконно. Разве вам, гражданин Ерофеев, полагается владеть почти сотней десятин земли? Не я, а все общество пользуется. Ты чего на нас показываешь? Мироед. И владеем по закону. На то у нас и бумага из губернии есть. Нам известно, сколько стоила вам эта бумага. Нам про то ничего не известно. Значит, будет известно. Вопрос ясный. Быть здесь в трудовой коммуне из числа бывших беспризорных товарищей. Орел обозначает реку Халзан. Его голова – скалу на Халзане.
А лапы могильника – могилу на скале, понимаешь? Халзан, скала, могила. Честно говоря, я устала от догадок и давно не верю в них. Один орел, другой, и так до бесконечности. Если бы дело было в орлах, то алмаз давным-давно бы нашли. Искали тоже, наверное, не дураки. Ведь мы сегодня были на скале. Никакой могилы там не видели. Да, не видели, но мы там и не искали. Надо пойти и осмотреть эту гору. Когда пойти? Сейчас, немедленно. Ни за что. Ночью мы ничего не найдем, ровным счетом ничего. Бесполезная трата времени. Только не выспимся. Ведь завтра приедет Карагаев. И надо быть бодрыми и готовыми ко всему. Значит, не пойдете? Нет. Нет. А если я прикажу? Не имеешь права. Не имеешь права. Если бы это касалось отряда, то ты мог бы приказывать. А здесь, в конце концов, частное дело. Завтра, пожалуйста. А сегодня ночью? Нет. Правильно. Завтра приедет Карагаев. Ну и что ж, посмотрим, как он поведет себя, потом пойдем на скалу. Правильно. Я иду спать. Покойной ночи. Ладно, черт с вами. Но учтите, Карагаев приезжает дневным поездом в 2 часа. Он согласен. Сколько людей? Он и еще 2 в лесу. Когда смогут быть на месте? Через 3 часа. Пусть будут через 2. Хорошо, передам. С ломами и лопатами. Хорошо. Я им уже отправила 2 мешка инструментов. Только, Алексей, я хотела вас предупредить. Лодочник вас подозревает. В чем? Ну, с этим самым Кузьминым. Откуда он знает, что это я? Возможно, что он этого и не знает. Но он сказал, Кузьмина убил человек, с которым вы встречались в музее. Он за вами следил. Да. Он понимает, что я от него скрываю настоящее место. Он опасный и очень опасный человек. Я сам опасный. Алексей, с этим Кузьминым как получилось? Я с ним столкнулся. Лицом к лицу он меня узнал. Мог выдать. Что оставалось делать? Одним мужиком меньше на свете. Рыбалина освобождают. Против него нет улик. Но их нет и против меня. Надо быстрее кончать с этим делом и сегодня же. Ты чего? Вытащи кирпич. Кирпич грудь пронзил. Вот тебе и орел-ягнятник. И все же лучше без лодочника и без его людей. Плита тяжелая, я уже пробовал. Одному не одолеть. Можно позвать других. Например? Ерофеева. Еще кого-нибудь. Нет. Я предпочитаю бандитов. С ними лучше договориться, дешевле обойдется. И наверняка не продадут. Но они могут вас убить. Я вооружен. А теперь идите и предупредите его. Через 2 часа. Ах, Господи. В общем, так. Убийца здесь. Через час он с лодочником будет скрывать склеп на кургане. В таком случае надо идти на Халзин-Луг. Гена! Беги к председателю сельсовета. Ага. Ребята, пошли. Ну что? Что? Гра. Кто?
Шкатулка принадлежит мне. Возможно. Дайте мне ее. Я не могу вам ее отдать. Она будет сдана органам власти. А уж затем вы сможете предъявить на нее свои права. Ура! Итак, лагерь окончен. Сегодня отряд уезжает в Москву. Я думаю, ребята поработали неплохо. Создали в деревне пионерский отряд, открыли клуб, научили грамоте сколько? 12 человек. Молодцы! 12 человек. Дальше. Усадьба принадлежит коммуне. Тайна бронзовой птицы раскрыта. Но главное, мы сумели оправдать невинного человека Тимофея Рыбалина. Надо, чтобы все деревенские ребята стали пионерами. Надо, чтобы все в деревне были грамотными. Надо построить больницы, а не ездить в соседнее село. Медицина – это могучее оружие в борьбе с религией. Надо крепить интернациональную дружбу, потому что фашизм поднимает голову, и на это надо обратить самое серьезное внимание. Том